Приветствую всех, вы на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами повязку из толстой пряжи. Вот такая шикарная повязка у вас получается на голову. Выполняется она узором хлебный колос. Вот. Украсила я ее брошью. Значит, у нас вот такой меланж получается. Вот такой шов сзади. Значит, данная повязка у меня выполнена на женскую окружность головы. 54-56 сантиметров. У меня 56 сантиметров, она полностью для меня подходит. Моей дочке 54. Вот тоже для нее супер. Вяжется всего из одного моточка нити. Вязать будем из нити на колора. Значит, здесь 20% шерсть, остальное премиум акрил. Толстая очень ниточка. 100 грамм один моточек, всего 35 метров. Спицы под него беру номер 10. Это самые большие спицы, что у меня есть в комплекте. Вот десяткой будем вязать. Значит, вытаскиваем изнутри нашу ниточку. Вот так. Смотрите, какая она толстая. Так, хвостик оставляю примерно 35-40 сантиметров. Мне нужно свободные петельки, поэтому набираю на 2 спицы. Так, вот, классическим способом набора. Вот 2 петли, 3, 4 и так дальше. Всего набираем 13-15 петель. Вот я наберу 15 петель, так как хочу пошире повязочку. 15 петель набрано, вытаскиваем одну спицу. Так, первый ряд вяжем. Крайнюю кромку снять. Дальше следующее будет изнаночные. Все изнаночные мы провязываем так. Ниточка перед вязанием. Подхватываем заднюю стенку и провязываем не классические изнаночные вот так, а бабушкиные изнаночные в другую сторону. Вот бабушкина изнаночная петля. Снять. Дальше будет у нас следующая лицевая петля. Лицевую мы обязательно за переднюю стенку классической лицевой провязываем. Повторяем нить перед вязанием. Так, изнаночную провязываем за заднюю стенку бабушкиной изнаночной петлей. Классическая лицевая за переднюю стенку. Бабушкина изнаночная за заднюю стенку. Классическая лицевая за переднюю стенку. Так вы повторяете. Бабушкина изнаночная. Так, за заднюю стенку. Классическая лицевая за переднюю стенку. Все 15 петель, то есть до конца ряда. Бабушкина изнаночная, классическая лицевая. Так, предпоследняя бабушкина изнаночная за заднюю стенку и последнюю кромку вяжем тоже или всегда лицевой, или всегда изнаночной петлей. Вот первый ряд. Повернуть вязание. Второй ряд. Первую петлю снимаем. Дальше смотрите, у нас лицевая петля повернута правой стенкой назад, но лицевые мы всегда вяжем за переднюю стенку, классической лицевой. То есть я подхватываю левую стенку переднюю и провязываю лицевой классической за переднюю стенку. Следующая изнаночная петля, она наоборот повернута правой стенкой к нам. Мы ее вяжем за левую стенку, бабушкиной изнаночной, то есть за заднюю стеночку. Вот так, бабушкиной изнаночной петлей. Лицевая за переднюю стенку классической лицевой, изнаночная за заднюю стенку бабушкиной изнаночной петлей. И так до конца ряда. Лицевая за переднюю стенку, бабушкина изнаночная за заднюю стенку, классическая лицевая за переднюю стенку, бабушкина изнаночная за заднюю стенку. Предпоследняя классическая лицевая за переднюю стенку и кромку бабушкиной изнаночной петлей. Вот второй ряд. Работу повернуть. Эти 2 ряда дальше повторяем. Снова третий с лицевой стороны петельку снять, нить перед вязанием. Видите, за заднюю стенку подхватываем и провязываем бабушкиной изнаночной петлей. Лицевую за переднюю стенку, классической лицевой петлей. И так чередуем. Изнаночная за заднюю бабушкина, лицевая за переднюю классическая петля. Значит, так ряд за рядом. Видите, петелька у нас не меняется. Единственное, что все нечетные ряды у нас начинаются с изнаночной и заканчивается изнаночной, да, после кромок.
а все четные ряды наоборот с лицевой. Вот ряд за рядом мы так и вяжем. Вот предпоследняя бабушкина изнаночная. Кромку всегда изнаночной очень удобно вязать. Вот, видите? И вот следующий ряд. Петельки у нас такие скрещенные получаются. Значит, лицевая это за переднюю стенку классика, изнаночная это за заднюю стенку, бабушкина изнаночная петля. Значит, я вяжу свободно, несмотря что крупные спицы. Вообще эта ниточка просит спицы еще крупнее. Там 12-ка была бы отлично. Так как у меня 10-ка, то я вяжу вот так свободненько, не затягивая эти петельки. Вот что в итоге получаем. Значит, продолжайте вязать так дальше. Получаем вот такой интересный узор. Видите? Хлебный колос. Тянется во все стороны. Значит, я вязала до тех пор, пока у меня не осталось чуть больше, чем 50 сантиметров. То есть еще один ряд я могу провязать, второй уже нет. Но чуть больше нити, чем на один ряд, нам нужно будет для закрытия петель. Значит, в нерастянутом виде я получила полотно так, длиной 46 сантиметров и шириной 11 сантиметров. В нерастянутом виде тянется, помните, во все стороны. Так, значит, соединять будем с помощью крючка. Итак, это у нас лицевая сторона, вот это изнанка. Так, значит, поднимаю. Сейчас мы изнанкой к нам. Изнанкой к нам и будем сшивать данную деталь. Так, смотрите, вот наши петельки. Здесь тоже должно быть 15 петель. Можете пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот крайняя 15. Сюда завожу крючок. Так. Снимаю первую петлю. Мы с изнаночной стороны продеваю через петельку на крючке. Вот. Дальше. Подхватываю следующую петлю. Так, вот петелька по внутреннему краю. Вот она, следующая петля. Подхватываю петельку на спице и провязываю 1, 2 и через петлю на крючке 3. Так, теперь снова крючок завожу в следующую петлю. Следующая петелька. Я все беру за переднюю стенку. Так, провязала, провязала, провязала. 3 вместе. Так, следующая петля. 1, 2 и 3 вместе на крючке провязываем. Свободно провязываем, чтобы край этот стянулся. Так, 1, 2, 3 вместе на крючке провязать. Одна петля осталась. Одну подбираем с первого полотна, одну подбираем со спицы. И провязываем 3 вместе. Снова на одну от наборного края, одну со спицы и 3 провязываем вместе. Вот так свободненько. Мы, получается, сшиваем таким образом сразу и закрывая петельки, чтобы было свободно. Так. И так дальше мы закрываем все петли. Так, вот предпоследняя, предпоследняя. 3 провязываем вместе. Последняя, последняя. Смотрите, какой коротенький хвостик. 3 провязываем вместе. Так. Заканчиваем. 1 воздушная петля. Таким образом стянули. Вот. Давайте проверим. Вот так у нас выглядит с лицевой стороны. Видите? Так, и будем прятать. Значит, прячем петельки вот так в лицевую петлю. Вот сюда в лицевую петлю. Давайте не в крайнюю. Вот. Теперь вот как ниточка идет лицевой петли, так вы и конец нити прячете. Вот 1. Затем вот ниточка сюда пойдет. Значит, 2. Так. 3. И так дальше. Вот. Также прячем этот конец. Только
только в другую сторону. Давайте сюда можно забрать. Так. И к этой лицевой петли. Давайте сначала вот так. Затем вот так. Все, тоже прячем. Так, излишки нити мы просто обрезаем. Вот раз и два. Вот что осталось с целого моточка у нас. То есть все 100 грамм ушли на данную повязочку. Вот так. Значит, задний шов. Вот такой у нас. Вот такой рисунок. И теперь осталось только украсить. Украшать можно любыми такими брошками. Достаточно нужно крупные использовать брошки. Какая вам нравится. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушина. Это канал Школы Вязания. Всем до новых встреч.